В Судане у нас накоплен большой опыт в течение многих лет плодотворного сотрудничества с Советским Союзом и с Россией, но сейчас мы хотели бы, чтобы наши отношения развивались и расширялись качественно и количественно. Сейчас мы сотрудничаем с Китаем, Малайзией, Индией, но я всегда говорю, что сотрудничество с африканскими, с азиатскими странами является свободным от каких-то колониалистских влияний, как это происходило с западными странами. Именно такие отношения позволяют строить нам сотрудничество на основе диалога, на основе учета взглядов друг друга, на основе свободного обсуждения тех или иных вопросов. И, естественно, это очень важно для таких вопросов, как, например, инвестиции в Судан со стороны Российской Федерации, со стороны российских компаний. И я считаю, что и Африка в целом, возможно, является единственным в мире континентом, в котором еще не все природные ресурсы используются. И Судан, естественно, готов уделить этому вопросу гораздо больше внимания в интересах развития нашей экономики, и все это будет служить интересам народам Африки. И поэтому мы уделяем большое внимание отношениям со странами Азии, а также отношениям с Россией. Я хотел бы также сказать, и надеюсь, что закончу на этом свою экономическую часть, немножко о ситуации в Судане рассказать вам, особенно после того, как был отделен юг Судана. Я хотел бы сказать в начале своего рассказа, что проблема юга восходит еще ко временам до получения независимости, потому что первый бунт на юге начался еще в 1955 году, за год до получения Суданом независимости. И причиной этого было то, что во времена английского владычества юг Судана еще не был полностью административно подчинен Судану, и там действовали свои законы, и в соответствии с этими законами юг Судана взаимодействовал, конечно, с остальной частью Судана, с экономической и другой точки зрения. Но, с другой стороны, такое законодательство способствовало углублению колониального зависимости нашей страны. Но нужно сказать, в 1947 году, когда стало ясно, что независимость не за горами, что она придет через несколько лет, были предприняты попытки со стороны юга Судана и определенных сил, попытки в направлении того, чтобы эта часть Судана развивалась самостоятельно, хотя, в общем-то, вся страна в то же время боролась против колониализма, и она выступала против нашего подчинения. И было принято решение, что юг войдет, будет подчиняться северу Судана. Но все события, которые произошли дальше, к сожалению, говорили о другом. В эпоху президента Немейри в течение нескольких лет, с 1972 по 1981 год, ситуация была относительно нормализована, а затем снова продолжался бунт. И это правительство со второго или третьего месяца своего существования попыталось установить национальный диалог по поводу установления мира на юге, и была создана специальная конференция,
по миру, и было решено, что Судан станет федеративным государством, и будут учтены все пожелания южных братьев наших Судана, что они будут пользоваться большой самостоятельностью, и такое же правило распространялось на все штаты Судана. Вот такое решение было принято на этом съезде. И после этого на съезде диалога по отношению по вопросам мира были приняты соответствующие решения подготовки мирного соглашения. И вот этот диалог, который проходил долго, в течение долгих лет, он был направлен ко всему, адресован ко всему народу Судана, и в 1989 году, наконец, это свершилось, и должен был начаться прямой договор, эффективный договор между правительством Судана и освободительным движением Судана Юга, и его результатом стали прямые встречи вице-президента тогдашнего Судана и доктором Джоном Гарангом. И вот этот прямой диалог длился определенное время, и затем было заключено мирное соглашение между Севером и Югом, которое предусматривало, что Юг соблюдает мирное соглашение по границам на 1956 года, то есть еще тем границам, которые были начертаны англичанами в предколониальный период, который предшествовал получению нашей страной независимости. Эти договоры и соглашения, конечно, предусматривали все вопросы, такие как безопасность, использование природных ресурсов и так далее, и предполагалось, что это соглашение будет выполняться, и Гарангу был предложен пост первого вице-президента Судана всего, и проблема юга Судана сводилась к проблемам 3 районов. Это Южный Кордофан, Голубой Нил, где были движения бунта, которые, в общем-то, были частью движения за освобождение Юга Судана, и, наконец, Народная армия по освобождению Судана. И было очень трудно народному движению подписать такое соглашение, где не были бы учтены потребности вот этих 3 регионов спорных, в том числе Южный Кордофан, Голубой Нил и Абьей, эти 3 региона, которые являлись спорными. Был подписан протокол по югу Кордофана и протокол по Абьею, по спорным территориям. Сейчас мы находимся на переходном периоде. Он предусмотрен 6 лет, и правительство Судана стремилось всегда осуществить этот диалог, это соглашение по букве и по духу. И, в общем-то, центральное правительство также говорило о том, что это соглашение призвано укрепить доверие между Северным и Югом. И это соглашение должно было обеспечить единство Судана. Но, к сожалению, народное движение
не смогло преодолеть вот такое недоверие и не смогло преодолеть влияние других внешних сил, которые выступали за смену режима в Судане и которые выступали за отставку центрального правительства. Поэтому народное движение пыталось всячески торпедировать выполнение этого соглашения, но эти планы потерпели поражение, и выдвинуто было предложение продолжать давление при помощи западных стран со стороны юга и продолжение также бунта в районах Кордофана и Голубого Нила, а также в районе Дарфура, для того, чтобы покончить и свергнуть режим в Хартуме, но однако это все окончилось поражением. И суданский народ выступил против этого. Хотелось бы, чтобы народное движение после отделения Юга действительно заботилось о проблемах Юга Судана и уже не поднимало бы вопросы Кордофана и других спорных вопросов. Или же обсуждало бы с правительством Центрального Судана, Севера Судана, но этого не получилось, обсуждала спорные вопросы. И, естественно, здесь стал посредническую роль играть Африканский союз, и во главе с президентами ряда африканских стран, и мы достигли в итоге, и здесь надо высоко оценить поддержку двух стран, прежде всего двух организаций, это Африканский союз и другой региональной организации. Мы в результате достигли в Аддис-Абебе несколько месяцев назад полного соглашения по решению всех вопросов между нами и южными соседями. Это соглашение было названо соглашением между Севером и Югом. Оно состояло из 9 разделов. Там были предусмотрены решения всех спорных вопросов, использования нефти, границы, другие вопросы, которые возникли в результате отделения Юга. И должно было быть решено, что это соглашение планировалось, что оно будет выполняться. И мы, естественно, заинтересованы в выполнении этого соглашения. Мы встречались с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, и ему рассказали подробно об этой ситуации, и мы нашли полное понимание со стороны российской стороны и готовность России внести свой вклад в мирное решение этого вопроса.